Я всегда доверяла своей семье. Доверие было для меня всем. Тогда я этого не понимала, но именно оно скрепляло все вокруг. Мой отец, моя сестра, мой муж, они были моими людьми, моим тихим убежищем. Но в тот день, когда я открыла тот ящик, все изменилось. Я никогда не думала заглянуть туда раньше. Он всегда был на своем месте, в глубине шкафа, спрятанный под старыми чеками и забытыми бумагами. Но что-то подтолкнуло меня. Интуиция или просто смутное ощущение, что мне нужно знать, что скрыто внутри. Я вытащила конверт, пальцы дрожали еще до того, как я коснулась печати. Дело было не только в письме. Сам конверт казался слишком тяжелым, будто нес в себе груз куда больше, чем его размер. Этот почерк, я узнала его сразу. Это был почерк Петра, моего мужа. Я застыла. Он никогда не писал мне писем, тем более таких, и уж точно не запечатывал их так тщательно. Горло сжалось. На мгновение мне захотелось просто положить письмо обратно и притвориться, что я его не видела. Может быть, я себе что-то придумала, но тихий, навязчивый голос внутри не отпускал. Я разорвала конверт дрожащими руками. Бумага внутри была плотной, почти новой. Я не знала, чего ожидала, но уж точно не этого. Тайна, ложь, обвинение. Комната сузилась, стены словно придвинулись ближе. Воздух стал вязким, как сироп. Дело было не только в словах на бумаге, а в их значении. Что-то происходило прямо у меня под носом. Что-то, что я должна была заметить давным-давно. Я была слепа, доверчива. Но теперь было поздно. И это ужасное чувство в животе, это была не паранойя. Меня втягивали в правду, которая разрушит все. Я перечитывала письмо снова и снова. Глаза не могли осознать его смысл, но и не могли оторваться. Петр, он скрывал от меня что-то ужасное. Я должна была догадаться. Признаки были. Но я твердила себе, что это просто стресс, обычные заботы. Я ошибалась. И теперь у меня не было выбора. Мне придется столкнуться с тем, что грядет. Я не была к этому готова, и я не могла это остановить. Я даже не была уверена, кто теперь в опасности, я или все вокруг. Письмо не выходило у меня из головы. Его слова врезались в сознание, как выжженный след. Каждый раз, закрывая глаза, я видела чернила. Почерк Петра четкий, резкий, словно загадка, которую мне не разгадать. Но было что-то еще, что-то не складывалось. Я не могла избавиться от чувства, что упускаю важный кусочек этой истории. Я сделала то, что всегда делаю, когда ищу ответы. Я начала копать. Следующие несколько дней пронеслись, как в тумане. Часы ускользали сквозь пальцы. Дом был слишком тихим, слишком неподвижным. Я слышала каждый скрип пола, каждый порыв ветра за окном. Но дело было не в доме. Дело было в людях внутри него. Петр изменился. Незаметно, но изменился. Он стал холоднее, молчаливее. Его глаза беспокойно бегали, словно он ждал, что вот-вот кто-то ворвется в дверь. Я пыталась спросить его об этом, почему он ведет себя странно, почему во время ужина даже не посмотрел мне в глаза. Но он лишь отмахнулся, как будто ничего не изменилось. Тогда я решила проверить его вещи. Я не хотела этого делать, но не могла больше игнорировать тягучее ощущение тревоги в животе. Я должна была узнать, что он скрывает. Все началось с мелочей. Странные чеки, необычные покупки в странное время суток. Но они не имели смысла. Петр никогда не был безрассуден с деньгами. Он всегда был осторожным. Но эти траты, они были другими. Крупные суммы. Какие-то подозрительные продавцы. Я пыталась убедить себя, что это совпадение. Но внутри уже знала. Это не случайность. Но потом я нашла это. Банковская выписка. Она была спрятана в самом дальнем углу ящика, где он хранил свои вещи. Я не хотела ее видеть. Я не должна была. Но я посмотрела, и кровь застыла в моих жилах. Баланс счета был гораздо выше, чем должен был быть. А затем странный перевод. Крупная сумма.
намного больше, чем мы могли бы потратить разом. Деньги были отправлены на иностранный счет. Я не понимала, откуда эти деньги, почему Петр сделал это. Я схватила телефон и, не раздумывая, набрала его номер. Сердце бешено стучало в груди, но голос мой был ровным, слишком ровным. «Петр, куда уходят эти деньги?» – спросила я, резко, даже жестче, чем хотела. На другом конце провода пауза, долгая, неловкая, слишком долгая. «Я не понимаю, о чем ты». Его голос слишком оборонительный, слишком. Но было в нем еще что-то, что-то, чего я не могла разобрать. Воздух стал густым, тяжелым, как перед грозой. «Петр», — повторила я медленно, нарочно растягивая слова. «Я видела перевод. Ты никогда раньше не скрывал от меня такие вещи». Еще одна пауза. Я почти слышала, как колотится его сердце. «Не переживай», — сказал он слишком спокойно. «Я разберусь, разберется». Вот тогда я и поняла. Он лжет. У меня не было доказательств, но я чувствовала это каждой клеткой. Он лгал мне, и это было только началом. Тревога, паранойя начали разрастаться внутри меня. Мне казалось, за мной следят, даже когда я была одна. Каждый раз, выходя из дома, я ждала, что кто-то будет меня поджидать, когда я вернусь. Косые взгляды, торопливые разговоры, которые затихали, стоило мне войти в комнату. Все было не так. Дело было не только в деньгах, во всем. Я начала замечать мелочи, как Петр исчезал именно тогда, когда он был мне нужен, как он будто бы прятал телефон, держал его подальше, переворачивал экраном вниз, как только я заходила в комнату. Раньше он всегда ценил личное пространство, но это было другим. Он что-то скрывал, что-то важное. А потом я увидела это. Я была на кухне, убирала после завтрака, когда услышала знакомый звук. Телефон Петра завибрировал на столе. Я машинально взглянула на экран, просто на секунду, без всякого умысла. Но затем я увидела имя – Лиля. Это имя ударило меня, как пощечина. Я не знала никакой Лили. Петр никогда не упоминал ее. Моя голова закружилась от внезапных мыслей. Кто эта женщина? Что она значит для него? Сердце бешено колотилось. Я протянула руку к телефону, пальцы дрожали. Но прежде чем я смогла коснуться его, экран погас. Я застыла. Что я делаю? Что я только что увидела? Я медленно отняла руку, дыша часто и неглубоко, пытаясь прийти в себя. Я сходила с ума, придумывала, но внутри, глубоко внутри, что-то говорило мне «нет, это реально». И я больше не могла закрывать глаза. Я была по уши в этом, и что бы ни происходило, это было больше, чем я могла себе представить. Весь оставшийся день я наблюдала за ним, за каждым его движением, как он слишком широко улыбался в разговорах с определенными людьми, как его телефон всегда лежал экраном вниз, как он никогда не выходил из комнаты без куртки, даже когда на улице было тепло. Паранойя пустила корни, заполнив собой все, каждая мысль, каждое действие. Чем больше я смотрела, тем яснее понимала. Я больше не сомневалась только в Петре. Я сомневалась во всех, своей семье, своих друзьям. Кому теперь можно доверять? Дело было не только в переводах, не только в загадочной женщине, не только в его скрытности. Это было все. Моя жизнь рассыпалась на куски, а я стояла в центре этого хаоса, не в силах его остановить. Я всегда доверяла Петру. Я хотела доверять. Он был моим мужем, моим партнером. Мы строили все вместе. Дом, бизнес, жизнь. Но теперь я не знала, что из этого было правдой. Я сидела в темной комнате, уставившись в экран ноутбука. Все рушилось. Письмо, которое я только что открыла, письмо, которое я не должна была читать, подтвердило все мои страхи. Оно было от юриста. Имени я раньше не слышала. Один только заголовок заставил сердце сжаться. Относительно вашего наследства. Сначала я подумала, что это какая-то ошибка. Может, юридический документ, связанный с дальним родственником или старым другом. Но когда я начала читать, мир подо мной пошатнулся.
Речь шла о наследстве моего отца. Отец умер 2 года назад, и с тех пор мне говорили, что все дела улажены. Мы прошли через процесс прощания, подписали бумаги, попытались двигаться дальше. Но правда была в том, что меня держали в неведении. Юрист сообщал, что существовало второе завещание. О нем никто не говорил. Завещание, по которому я ничего не получала. Я моргнула, но буквы на экране расплывались перед глазами. Как такое возможно? Отец всегда был человеком честным, прямым. Он не любил тайн, он доверял мне. Но хуже всего было не это. Хуже всего было то, что Петр знал. Он знал о завещании, знал, что меня лишили всего. И ни слова мне не сказал. Я с грохотом захлопнула ноутбук. Сердце билось так быстро, что я едва могла дышать. Внутри меня вспыхнула такая ярость, что казалось, я сейчас взорвусь. Почему? Что он с этого имел? Я не думала, просто встала и пошла его искать. Он сидел в своем кабинете, небрежно постукивая по клавишам ноутбука, полностью погруженный в работу, не ведающий, что земля уходит у него из-под ног. Я остановилась в дверях, наблюдая за ним. Этот его спокойный, безмятежный вид. Как он может так спокойно сидеть, когда все разваливается? «Петр», — сказала я. Голос дрожал, но был твердым. «Что, черт возьми, происходит?» Он не поднял глаз сразу. Его пальцы замерли на клавиатуре, но он не повернулся ко мне. Я сделала шаг вперед, сжала руки в кулаки. «Я знаю про завещание». Мой голос срывался от эмоций. «Как долго ты собирался скрывать это от меня?» Он тяжело вздохнул и потер переносицу, словно уже ждал этого разговора. «Я не хотел тебя расстраивать», — тихо ответил он. Голос его звучал спокойно, почти ласково. Я подумал, так будет лучше. «Лучше?» В голосе моем прорезались нотки истерического смеха. «Ты называешь это лучше?» «Ты знал, Петр, ты знал и молчал. Ты позволил мне жить, как дура, думая, что все в порядке». Я задыхалась от ярости. «Почему?» Наконец он повернулся ко мне. Его взгляд был холодным, но в нем не было раскаяния. «Ты не поймешь», — сказал он бесстрастно. «Речь никогда не шла о тебе. Речь шла о том, чтобы все было под контролем». Я застыла. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Голос мой теперь был тихим. Я запуталась. Он откинулся в кресле, скрестив руки. «Бизнес твоего отца не был для тебя. Ты бы не справилась. Я просто пытался тебя защитить от самой себя. Мое сердце забилось быстрее. Но это было еще не самое страшное. Слова Петра всколыхнули в памяти все странности последних месяцев. Секретность, его внезапная холодность, деньги, перевод на иностранный счет, какие-то странные чеки. Все складывалось в картину, и истина ударила меня как пощечина. Он не защищал меня, он манипулировал мной, он играл в игру, о которой я даже не знала. Он медленно захватывал контроль, держал меня в неведении, убеждал, что я должна быть зависима от него. И теперь, когда бизнес и деньги были в его руках, он обеспечивал свое будущее. Но дело было не только в деньгах. Меня тошнило от осознания, манипуляция, жестокость, как он заставлял меня сомневаться в себе, как исподволь разрушал все мои отношения с друзьями, с семьей, чтобы я осталась одна, чтобы я не догадалась. «Я была твоей пешкой, да?» Слова сорвались с губ, прежде чем я успела их осмыслить. «Ты использовал меня все это время?» Лицо Петра напряглось. «Ты не понимаешь», — сказал он холодно. «Это всегда было для твоего же блага. Я уберег тебя от всей этой грязи, от проблем». Гнев внутри меня пылал все сильнее. «Для блага?» Я чуть не задохнулась от ярости. «Ты лгал мне. Ты заставлял меня думать, что я схожу с ума. Я сделала шаг к нему. Мои руки дрожали. Что еще, Петр? Что еще ты скрываешь от меня?» Но он не ответил. Он просто смотрел на меня пустыми, безразличными глазами, как будто все это не имело для него никакого значения. И в этот момент я поняла. Он скрывал не только секреты,
Он стал чужим. Человека, за которого я вышла замуж, больше не существовало. Того, кому я доверяла, не было. Передо мной сидел кто-то другой, кто-то, кого я боялась. Мысли в голове метались хаотично. Отец всегда говорил мне: не всем можно доверять. Я была слепа. Я доверилась ему. Я вложила в него все. И теперь за это платила. Меня трясло. Предательство обжигало изнутри. Я больше не знала, что делать. Но я знала одно. Петр забрал у меня безопасность. Он оставил меня ни с чем. Доверие было разбито. Меня шатало. Сердце колотилось в груди. Руки дрожали под тяжестью предательства. «Мне нужно подумать», — выдохнула я, едва слышно. «Мне нужно побыть одной». Я отвернулась, не в силах больше смотреть на него. Реальность рушилась, как карточный домик. Человек, с которым я прожила столько лет, с самого начала играл со мной. И теперь мне предстояло решить, что делать с правдой. Но одно было ясно: прежней я уже не буду. Я не сдержалась. Гнев, который я копила, взорвался, едва я шагнула в его кабинет. Предательство давило на меня, уничтожало, лишало воздуха. И теперь оно стало невыносимым. Петр сидел за своим столом, пугающе спокойный, как будто ждал меня. Я слышала, как пульс стучит в горле, пальцы сжались так крепко, что ногти впились в ладони. Мир стал тесным. Он сжимался вокруг меня, душил. «Ты правда думаешь, что можешь просто взять и забрать все?» Выплюнула я, ощущая на языке горечь. «Ты забрал все, Петр, мою семью, мое будущее, мое наследие. Все это время ты лгал, манипулировал мной. Я доверяла тебе. Ты должен был быть на моей стороне». Он даже не вздрогнул. Его губы тронула тень улыбки, холодной, самодовольной, как будто он не удивлен, как будто уже выиграл. «Ты все еще не понимаешь, да?» Протянул он, откидываясь в кресле и сложив пальцы домиком, как будто он какой-то бог, наблюдающий за смертными. «Ты не имела ни единого шанса». «Что?» Я едва могла выдавить звук. «В тот момент, когда ты подписала бумаги, в тот момент, когда доверилась мне, все было кончено». Он посмотрел мне прямо в глаза. Его улыбка стала шире. «Ты всегда была пешкой, Софья, инструментом, орудием, которое я использовал, чтобы получить то, что хотел. Ты думаешь, это просто деньги, бизнес? Все гораздо больше». Внутри меня что-то оборвалось. Мир вокруг закружился. Я сделала шаг назад, едва не оступившись. «О чем ты говоришь?» Мой голос сорвался. Глаза Петра вспыхнули. Только на секунду. Но этого хватило, чтобы я поняла. Он не договорил самого страшного. «Я играл в игру, о которой ты даже не знала», — продолжил он. Голос его был ровным, холодным, слишком спокойным. «Ты никогда не должна была ничего унаследовать, Софья. Твой отец знал это. Но знаешь, чего он не знал?» Он сделал паузу. Его улыбка стала еще шире. «Он не знал обо мне, о том, на что я способен». Комната закружилась. Кровь отхлынула от лица. Я качнулась назад, едва удержав равновесие. «Ты был заодно с ним?» Мой голос сломался. Все, что я знала о своей семье, о своем отце, все было ложью. «Ты лгал мне, Петр!» «Нет!» Его голос был тихим, но резким, как лезвие ножа. «Я не лгал. Я просто не говорил тебе всей правды. Твой отец заключил со мной сделку. Тот бизнес, который ты считала своим, он никогда тебе не принадлежал». Я хватала ртом воздух, но казалось, что легкие больше не работают. «Ты позволил мне думать, что это все мое. Ты позволил мне строить жизнь вокруг этого». Каждое слово било меня, как пощечина. «Ты хочешь сказать, что все, дом, бизнес, наша жизнь просто исчезла?» Петр смотрел на меня, и в его глазах больше не было улыбки, была только тьма. «Речь больше не о бизнесе, Софья. Речь о власти, о контроле. Я выстраивал все это годами. И теперь, когда твоего отца нет, мне никто не мешает». Я хотела кричать. Мой мир рухнул. Мужчина, которого я любила, которому доверяла, оказался лжецом. Каждое прикосновение, каждое обещание.
были ложью, хитро сплетенной паутиной, чтобы загнать меня в ловушку, чтобы сделать меня слабой, зависимой. И я была глупа, я поверила. Ты украла у меня все, выдохнула я, дрожа от ярости и ужаса. Но ты не уйдешь от наказания. Я сражусь с тобой. Я уничтожу тебя, если придется. Петр медленно поднялся, обойдя стол. Теперь он стоял всего в нескольких шагах от меня. Воздух между нами гудел от напряжения. Его глаза были холодны, безразличны. «Попробуй», — сказал он тихо. «Но ты опоздала, ты уже проиграла». Все вокруг словно сместилось, время замедлилось, и ледяная волна осознания накрыла меня с головой. Вот оно, точка невозврата. Петр был не просто моим мужем, он был не просто человеком, который предал меня. Теперь он стал моим врагом. Он перешел черту, за которую я никогда не смогу его простить. «С меня хватит», — сказала я, стиснув зубы. Мои кулаки дрожали. «Ты думаешь, что победил? Но я буду сражаться за свою жизнь. Ты больше никогда не будешь меня контролировать». Глаза Петра потемнели. Он сделал шаг вперед. На мгновение мне показалось, что он ударит меня или сделает что-то еще хуже. Но вместо этого он рассмеялся. Тихий темный смех, от которого по спине пробежал холод. «Ты правда думаешь, что можешь просто уйти, Софья? Ты считаешь, что теперь власть у тебя?» Он покачал головой, в глазах плясало ледяное удовольствие. «Ты даже не представляешь, с чем связалась». Я глубоко вдохнула, пытаясь совладать с собой. Я не позволю ему выиграть. Не так. «Ты совершил ошибку, Петр». Мой голос дрожал, но в нем звучал вызов. «Ты недооценил меня». Прежде чем он успел ответить, в дверь раздался резкий стук. Мы оба обернулись. Дверь медленно приоткрылась. В комнату вошел человек. Мое сердце остановилось. Это был Михаил, мой брат. Единственный человек, в котором я никогда не сомневалась. Единственный, кому верила. Но сейчас, стоя в дверях, он встретил мой взгляд, и в его глазах я увидела вину и что-то еще. Холод. Мир обрушился на меня с новой силой. «Ты!» — шепот сорвался с моих губ. Последнее предательство. Михаил посмотрел на меня с сожалением, как будто извинялся. «Софья, я не хотел, чтобы так вышло. Но Петр прав. Уже поздно». Комната закружилась навколо меня. Мой брат, моя кровь. Он тоже играл со мной. Они были заодно. Все это время. А я была слишком слепа, слишком доверчива, чтобы это увидеть. Я застыла, оглушенная. Два человека, которым я доверяла больше всего на свете. Два человека, которых я любила, использовали меня, манипулировали мной, разрушили все, что я строила. И теперь у меня был выбор – сдаться или сражаться. Но глядя на них, на мужчину, которого я когда-то любила, и брата, которого считала своей опорой, я поняла одно – я больше не играла по их правилам. «Я вас не боюсь», – прошептала я. «Я сожгу все дотла, если потребуется». Губы Петра тронула усмешка. В его холодных глазах блеснуло что-то опасное. «Тогда вперед», – произнес он. Голос был ядовито мягким. «Но помни», – он наклонился ближе, «когда сгорят все мосты, останется только пепел». И в этот миг я поняла, что он прав. Но мне было плевать, потому что когда дым рассеется, я буду свободна. На следующее утро шторм утих, но внутри меня все еще бушевала буря. Мир за окном жил своей жизнью, не подозревая, какой ад разгорелся в этих стенах несколько часов назад. Кабинет был пуст. На столе валялись разбросанные бумаги, которые Петр так самодовольно размахивал передо мной. Теперь они были забыты, как и его победа. Но его отсутствие не приносило облегчения, только пустоту. Я опустилась в кресло за его столом. Пальцы скользнули по холодному дереву. Этот стол знал все его секреты, все его предательства. За этим столом он сидел с бокалом виски в руке и врал, плел свои интриги. А рядом с ним стоял Михаил с жалостью в глазах, как будто все это время он уже решил, на чьей он стороне.
Теперь двери закрылись для них обоих. Планы Петра разлетелись в прах. Но даже сейчас, когда я победила, в груди зияла пустота. Я выиграла. По крайней мере, так я пыталась себя убедить. Но какой ценой? Не было ни ликования, ни радости, только пустая комната, пустая жизнь и душа, разорванная в клочья. Предательство оставило следы, которые я не смогу стереть, не только от Петра, но и от Михаила, брата, которому я доверяла больше всего. Я наклонилась вперед, уперев локти в стол, пыталась осмыслить все. Они предали меня, они сломали меня. Я думала, что обрела свободу, что вернула контроль, но теперь в тишине кабинета я не была уверена. Я победила или просто сожгла дотла последнюю часть жизни, которую так долго строила? Я вздохнула и вновь вспомнила тот миг, стоя в дверях, глядя на брата, который должен был меня защитить, а вместо этого ударил сильнее всех. Теперь я знала правду. Михаил был таким же игроком в этой игре Петра, как и все остальные. Семья, она вообще была реальна. Что это значило, если люди, которые должны любить и защищать тебя, оказываются теми, кто предает сильнее всех? Всю свою жизнь я гналась за тем, чего не существовало. Доверие, семья, любовь. Я впустила их в свою жизнь. Я опустила свою защиту. А в итоге это стоило мне всего. Телефон завибрировал. Я не хотела отвечать, но все же взяла его в руки. Пальцы дрожали, когда я увидела имя на экране. Михаил. Мое дыхание сбилось. Что он мог хотеть теперь? Все уже разрушено. Ложь, манипуляции, предательство. Нет пути назад. Но, может быть, я ошибалась. Может, еще есть что-то, что можно спасти. Я нажала кнопку ответа. Мой голос был напряженным. «Чего ты хочешь?» Секунда тишины, а затем его голос, хриплый, опустошенный. «Я не хотел этого, Софья. Ты должна мне поверить». Я сжала телефон крепче. Я не знал, на что Петр способен. Тогда почему ты его не остановил? Мой голос был полон горечи. Почему не сказал мне? Я не знал, как, ответил он глухо. Я думал, что смогу защитить тебя. Но я был таким же заложником, как и ты. Я не знаю, смогу ли все исправить, но я хочу попытаться. Я засмеялась, но смех был пустым, холодным. Ты правда думаешь, что можешь что-то исправить? После всего, что ты сделал? На том конце провода повисло долгое молчание, а затем «Я не знаю», – тихо сказал Михаил. «Но я сожалею, мне этого было недостаточно. Извинение ничего не изменило. Ничего не могло исправить того, что уже было сделано. Я не нуждалась в его прощении. И ни в чьем другом. Я поняла главное. Единственный человек, которому я теперь могла доверять, это я сама. Остальные были лишь призраками тех, кого я когда-то знала. Я сбросила звонок. Снова наступила тишина. Предательство все еще жгло, но не так, как раньше. Я смирилась. И я поняла кое-что еще. Иногда, как бы ты ни старался контролировать свою судьбу, ты не можешь. Иногда жизнь просто делает свой ход. И те, на кого ты надеялся, оказываются не теми, за кого себя выдают. Но выживание – это совсем другое. Я выжила. Я выдержала все, что они бросили в меня. И я все еще стою. Может, в этом и был смысл? Боль, предательство. Они всегда будут во мне, как шрамы, которые никогда не исчезнут. Но они больше меня не определяли. Я поднялась из кресла. Ноги дрожали, но внутри я чувствовала что-то новое. Облегчение. Это не было миром, не еще. Но это была свобода. Ирония в том, что я не ожидала, откуда она придет. Но теперь я знала. У меня больше не было семьи. Не было друзей, которым я могла бы доверять. Но в тишине после этого шторма я поняла. Они мне и не нужны. Теперь я знала, что мне нужно. Перестроить себя, собрать те осколки, что у меня еще остались, и создать что-то новое, что-то сильнее. Петр и Михаил забрали у меня все, но они не забрали мою волю жить и не сломали мой дух, а это главное.